Что вам нужно знать прямо сейчас? Вот прямо сейчас. Что вам нужно знать? Это, скорее всего, вам захотят сказать предупреждения какие-то, высшие силы, либо ваши ангелы-хранители. Как хотите, называйте. Итак, а с вами Юлия. И я прежде хочу поблагодарить за лайки и комментарии, которые вы оставляете под моим видео. Подписывайтесь на канал. С нами очень интересно, магично, волшебно. Просто поучительно даже иногда. Не забывайте ставить лайки. Это как ответ, как благодарность, да, хотя бы лайк, да, хотя бы подписка на канал, для того, чтобы вы из этого расклада взяли самое необходимое с собой. И оно важнейшим образом, да, хоть как-то принесло вам пользу. Вот. А, мои дорогие, я всегда благодарна за лайки и комментарии, которые вы так щедро оставляете мне под видео. И так щедро, кстати, финансируете этот канал. Я номер карты указала в описании к видео. Вернется вам в разы больше, мои хорошие. Я прошу об этом Вселенную, я точно это знаю. Смотрим, что же вам хотят передать и что вам нужно знать вот прямо сейчас. Что необходимо знать. Так, ну тут смотрят меня девушки, которые уже стараются развиваться и развиваются, а некоторые даже очень хорошо развиваются в освоении каких-то особых знаний. Да? Кто-то глубоко копается в себе, кто-то обладает этими знаниями. Тут могут смотреть меня и те же самые ведьмочки, и люди, увлекающиеся эзотерикой, люди, которые принимают для себя информацию буквально из космоса. Да? Вам хотят сказать, что какой-то этап болезненный для вас будет окончательно завершен. Тот этап, когда вам приходилось в роли просящего быть, в роли просящего от жизни. То есть что-то у вас заканчивается. Раскрывается какая-то ситуация для вас, которая ранее была скрыта, естественно, от глаз. Вы будто бы открываете глаза на что-то, какие-то внутренние знания приобретаете. Что вам нужно знать прямо сейчас? Смотрите, тут особая информация не для всех, девушки, для тех, которые реально конкретно занимаются практиками, знаниями, и те, которые реально помогают людям. Тут надо будет завершить какой-то процесс, мои дорогие. У вас единицы, вот такие прям четкие, я знаю, но вы реально сейчас меня услышите. Какой-то процесс, выбрать правильную дорогу свою, свой путь по любви к душе своей. Сейчас вы должны что-то для себя принять. Либо закончить. В чем-то, знаете, конкретно поставить точку для того, чтобы дальше развиваться. Я надеюсь, кому нужно было, услышали меня. Я бы хотела немножечко все-таки закопаться в эту тему, еще несколько карт выложить. Именно на этот вопрос. Что это за точка, да, что это за процесс, который нужно просто окончательно обрубить. Что-то заканчивается у вас. Вот эта информация пришла. Смотрите, тут в вашей жизни появляется человек, который может исполнить ваши мечты, убрать у вас препятствия с пути. Что-то было. Все-таки, видите как, все расклады, они прям буквально какими-то связями связаны. Значит, смотрите. Но вам нужно поставить точку на чем-то, чтобы получить от него помощь. И такая информация идет еще для некоторой части смотрящих это видео.
Вы что-то чувствуете сейчас, вы конкретно что-то чувствуете сейчас. Я бы хотела вот так, потому что тут карта, которая выпала изначально. Что-то сейчас ощущаете, что-то происходит в вашем пространстве такое, что вы вот буквально догадываетесь, интуитивно понимаете, что к чему-то вы пришли, вы получили какие-то знания, новые знания. Но ваши вот помыкательства, вот как-то они уходят на нет. Вы будто бы реализовываете свои мечты. Но мечты, то ли благодаря мужчине, то ли мечта была у вас такая, чтобы построить отношения с мужчиной. Здесь вот именно в вашем поле зрения, в вашем пространстве появляется этот человек, пентаклевый король. А кто он такой? Что он за энергии несет? Какие энергии несет этот человек для вас? Что он от вас хочет? Кто этот человек? Кто этот человек? Что он хочет от вас? Прежде он хочет секса от вас, физического контакта. Он хочет лично вас. Он хочет вас завоевать, получить именно вас. Прежде именно это. С какой целью он вообще, вот, какая цель высших сил для вас и для этого человека? Путь вместе. Императрица. Вау. Ну, смотрите, этот человек идет сделать вас императрицей. Цель высших сил — объединить, слияние. Слияние, какое-то слияние должно быть. Слияние двух людей. Для того, чтобы вы стали императрицей. Императрица в каком плане? Кубки. Ну, здесь любовь. Здесь... Тут что-то семейное проигрывается. Девочки, тут такая информация идет. Вам нужно просто знать это сейчас. Вот вы раскрываете эту ситуацию. Но тут на чем-то надо будет поставить точку конкретно. Возможно, точка даже может будет стоять на вашем сейчас, как сказать, недовольстве финансовым положением. Тут пентакли идут. И пентаклевый король. Идет с целью реализовать какие-то ваши особые захотянки, желания, мечты. Убирает границы. Пентаклевый король. Пентаклевый король, который хочет сделать из вас императрицу. И посмотрите, цель у него какая. Цель какая. Солнышко, вас обладать вами, вот всею вами. Боже мой, я не знаю, что это я такое сказала. В общем, вами. Всеми вашими, можно сказать, частями. И души, и интеллекта, и тела. Он несет вам солнышко. С какой целью? Доставить вам праздник. Тройка пентаклей здесь отыгрывается. Вместе идти по жизни. Как тут даже так. Либо совместное какое-то дело может быть у вас. Либо совместное дело. Совместное дело — это совместный проект типа семьи. Вот такое вот идет информация. Потому что солнышко, тут вообще может быть рождение детей. Рождение детей, чтобы сделать императрицей. Видите как? Тут карта императрицы, карта солнышка говорит об этом. Так, хорошо, пентаклик. Пускай будет так. Смотрите, опять же, девчонки, пентаклевый король, жезловая королева. Это не значит, что я никогда не привязываюсь к знакам зодиака. Поверьте мне, это энергии, которые сейчас несет этот человек в вашу жизнь, понимаете, в ваше пространство. Что такое пентаклевая энергия в данном случае, пентаклевого короля? Это человек, который несет стабильность, уверенность в вашу жизнь. Такое, знаете... ограждение от препятствий каких-то, защиту от негативного такого влияния, возможно, среды. Вот он несет вам эту стабильность. Хорошо, замечательно. С пентаклевым королем разобрались. Приходит он в вашу жизнь. Точку вы ставите на чем-то. Хорошо, с чем нужно будет попрощаться вам? С чем нужно будет вам попрощаться, на что, на какие жертвы пойти, если вот, чтобы быть с этим человеком. На какие такие жертвы. Я прям не знаю, как так назвать, чтобы вы правильно поняли, потому что жертвы, не знаю, аскезы — это не для женщин как таковых, да, потому что мы все равно должны поступать относительно своих внутренних побуждений, правильно? Чтобы потом не жалеть. Вот понимаете как? То есть вот эта жертва, она не должна быть такой, чтобы вы потом жалели. Я сейчас посмотрю, на что вам нужно будет как-то
пойти, согласиться. Что это за выбор такой он вам предоставил? Выходило 2 карты. Смотрите, здесь идет такой момент, если вы поспешите. Тут какая-то, если будет быстрая сексуальная связь, если вы как-то поспешите в каких-то действиях, я тут вижу вот именно по жезлу, это что-то, скорее всего, связанное с сексом, то здесь будет уход и ограничения. Тут как предупреждение идет. Как предупреждение идет. Вот такая ситуация. Еще, знаете что, еще идет какая информация? Вам, возможно, при встрече этот человек предложит какой-то выбор, да, и вам нужно будет распрощаться со своей деятельностью, с то, что вас зажигало, то, где вы уже сделали разгон. Вот какие-то границы такие выстроит. Ну, интересно, а как вы справитесь с этим? Это так, значит, не очень интересно. Что же вам нужно знать? Как вы с этим справитесь? Как императрица, ведите себя. В вашем, боженьки, подвесили его. Вы императрица, вам говорят. Вы сама себе знаете, как жить. Ваш образ жизни не оставляйте. Вы можете кого угодно сама подвесить. Не оставляйте, не жертвуйте тем, чем-то вашим, дорогим вашему сердцу, возможно, делом. Мне кажется, вот тут прям какое-то дело идет. Что-то вы начали, где-то вы уже сделали какой-то разгон. Но он выстроит границы, ограничения. Может быть такая ситуация. Нет же, в любых ситуациях поступайте как императрица. И понимаете, что он в любом случае пойдет за вами согласиться. Согласиться на ваши условия. На условия императрицы соглашаются все. Если кто-то не соглашается, он многое-многое теряет. Он начинает просто висеть в пространстве, потому что он не мил этому миру. Ну вот такая ситуация. Примите правильно взвешенное решение. Откажитесь от того, что вам доставляет какие-то неудобства. Господи, я нарисовала эти руны на руке. Теперь они сверкают на весь YouTube. Так. Хорошо. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Что вам нужно знать прямо сейчас? Что нужно знать прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? Так, я хочу сейчас смотреть вторую ситуацию. Что нужно знать прямо сейчас? В вашем пространстве появляется новая любовь. Вы ее давно-давно ждали. Это может быть связано и с вышесказанным. Но здесь именно любовь. Вас будет выбивать из зоны комфорта именно чувство. Что-то новое. То, что заставляло вас быть в позиции ожидающего. А что это такое? Сфера. Хочу узнать сферу. Мне интересно, чувства могут быть и к человеку, а могут быть к какому-то, действительно, к какому-то процессу, делу. Касательно чего? Нового пути. Мужчины все-таки. Кубкового короля. Это будет новый путь. С мужчиной, который захочет внедриться в ваше пространство со своим кубком любви. Вместе, совместный путь. Здесь идет продолжение предыдущего. Вам нужно знать прямо сейчас то, что в вашу жизнь врывается мужчина все-таки. Мужчина врывается и захочет с вами что-то совместное. Тут по тройке пентаклей совместный какой-то труд над отношениями, совместная деятельность, совместный рост. Во многом это может даже проигрываться как семья. Союз. И создать что-то третье. Вот есть 2 человека, и создать что-то третье. Создать что-то третье. Это может быть проект какой-то совместный, это может быть тот, который обоим нравится, и обои людей в нем захотят
продвигаться. Это может быть даже ребенок. То есть два человека и что-то третье. Что-то третье вот должно быть. Так, хорошо. Что же вам с ним делать? Вот он внедряется в ваше пространство. Все-таки еще получим инфу. Угу. Вас эта ситуация немножечко разозлит. Все-таки здесь человек, который предлагает какое-то перемещение. Возможно, возможно, будет поездка, возможно. Но вас предупреждение для вас, то есть замедлите этот процесс. Постарайтесь как-то... Что с ним делать? Угу. Сначала нужно, знаете как, тут человек проявляется, и что вам нужно знать прямо сейчас, это то, что для начала проверьте человека, исследуйте его по пажу мечей, это вот некое исследование, прям вот на уровне такой грани, прям вот задавать простые вопросы в лоб, даже с подковыркой. На что готов, на что не готов, да, ради вот, допустим, отношений, потому что для меня важна практичность, скажете вы. Поэтому я замедляюсь и не сильно собираюсь вот прям пускаться в путь с тобой, потому что мало ли, вот я перееду к тебе, а потом раз, и что будет? Где моя защита? Пока не увидите эту защиту, не соглашайтесь ни на что, у вас тут прям предупреждение идет. Почему? Потому что, смотрите, под угрозой ваша стабильность, ваш комфорт, ваша девятка пентаклей, ваша... Так и знаете, прочно стою на ногах, и мне вот комфортно, да, то есть вот под угрозой это. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, довольно деликатно, нежно можно как-то обыграть эту ситуацию. Так, хорошо. А я бы хотела еще посмотреть, что нам хотят сказать по этой ситуации еще. Что нужно знать прямо сейчас? Какое-то тяжелое... Ой, тяжелое... Вы не все будете видеть, вот не все. Почему? Да потому что у вас какая-то такая ситуация сложная будет, вам что-то будет мешать принимать решения. У каждого свое, у кого-то, ну тут по жезлам, дела, работа, дети, дом, вот что-то такое, что вас будет отвлекать от процесса, а итог? Ну, у вас абсолютно все получится. Во-первых, потому что здесь встреет некий crazy дьявол, который говорит о том, что тот человек-то привязан к вам, по дьяволу. Но и тут искушение может быть. Искушение чем-то. Чем-то тут искушать вас будут. Так, прикрою эти голые тела. А чем искушать вас будут? Ой, прям вы знаете как? Прям я дам тебе все, может сказать человек. Любовь, движение, развитие по жизни. Все, я сделаю тебя звездой. Девочки, может быть, не для всех проиграется вот именно эта фраза, но тут прям идет ситуация такая, что человек вам может многое-многое обещать. Вот прям искушать этим. Ну, смотрите, тут дьявол. Тут дьявол. Сможет ли он это дать? Я продвину тебя, я сделаю тебя самой шикарной, самой любимой женщиной, ты будешь у меня всем. Я сделаю твое будущее. Нужно ли идти на это соглашение? Нужно ли? Нужно ли? Боженьки, говорят о том, что примите осознанное, потому что вы можете оказаться потом ни с чем в пятерке пентаклей. Откажитесь от от иллюзии, откажитесь от того, что предлагает человек. Не отказывайтесь, откажитесь от искушения увидеть то, что вы хотите. Увидьте больше в этой ситуации. И знаете, как тут прямо в лоб можно сказать человеку, я либо иду на отношения осознанные, так, где мы, ну, грубо говоря, либо я замужем за тобой, либо мы сейчас же расстаемся. Я извиняюсь, девочки, но вот тут такая информация идет. Потому что здесь пятерка пентаклей, говорящая о том, что вы можете, пойдя на это искушение, якобы получить вот это вот прям все. А здесь, говорят, вас могут тут не обмануть, вы тут сами обманетесь. Человек искренне это говорит. Он искренне это говорит, но понимаете как? Тут идет все-таки эта жизнь, и вам просто предупреждение. Может быть пятерка пентаклей.
Это как предупреждение, девочки, возьмите во внимание. Человек вам идет к чувствами, ничего тут не скрывая, ничего. Да, он хочет вам это тут все дать, но даст ли? Знаете как, иногда бедняк искренне говорит и верит в то, что он будет миллионером, хотя для этого абсолютно ничего не делает. Хотя для этого пятерка пентаклей у него в голове полная нищета и так далее. Я не говорю, что ваш человек такой, нет. Здесь вполне возможно, что в первом варианте, в первом проигрался один человек, а здесь идет еще один, который вас просто введет в заблуждение. Потому что, смотрите, проигрывается двое мужчин. Пентаклевый король в начале нашего расклада, который может реально дать, но мало обещает, но много дает. Помните? Следующая ситуация, что вам нужно знать. Тот, который много обещает, это и есть искушение. Двое мужчин, девочки, двое. Если мало обещает, но много делает, примите во внимание, это человек, который действительно достоин вашего внимания, и вы сможете выбрать правильно, поступив как императрица. Но если человек идет с предложениями, вот дам все, дам, сделаю тебя звездой, будешь ты моей любимой, будешь продвигаться по жизни, ну, смотрите, тут будьте аккуратны все-таки, примите осознанно ситуацию эту. А что же вам делать тогда? Будете смотреть, как ведет себя человек. Что вам делать? Отказаться от старого восприятия мира и увидеть в этой ситуации нечто большее. Что вам делать? Так, что вам делать? Смотрите, тут нужно будет, у вас тут такой сложный выбор идет, и вам говорят, что нужно будет выбирать и определить своего императора. Потому что это будет как шанс вам. Тот ли это человек? Хорошо, у вас получится сделать выбор? Боже, так информация идет сильно, и я думаю, хоть бы вы успевали. Прослушайте еще раз тогда, девочки. Прям очень сильная информация идет. У вас получится победить эту ситуацию, если вы включите холодный рассудок и откажетесь от того, что вам не нравится. Просто отворачивайтесь то, что вам не нравится. То, что разочаровывает, отворачивайтесь. У вас получится победить эту ситуацию и определить императора. Тот, кто есть настоящий. Кто есть настоящий. Кто есть кто, вы определите. Вот вам это сейчас нужно знать. Скоро будут события, где вам нужно предстоит сильный выбор сделать. Вашего пути, вашего жизненного пути. Вот такой вот какой-то поток идет. Совет вам сейчас. Совет вам вообще вот в этом, вот когда вот такие события будут. Совет вам. Ну и сейчас посмотрим, что вам нужно делать. Совет вам. Такой интересный совет. Совет. Знайте себе цену. Прощупывайте ситуацию, буквально то, что ценно для вас, берите. То, что не представляет ценности, оставляйте. Тут, так как играет роль больше отношений, я вижу, находите все-таки не то, что вам... уходите от искушений. Уходите от искушений, выбирайте сердцем. Выбирайте сердцем. Ой, смотрите. Выбирайте сердцем, дорогие мои. Чтобы потом не обмануть то самое сердце, которое пронзенное будет мечами. Давайте так, для тех, кто не понял, что делать, что значит выбирайте сердцем, изучайте. Что делать? Так, смотрите. Один из этих людей причинял вам боль. Отказывайтесь от этого. Отказывайтесь от искушения, знаете как, возыметь власть над этим человеком в тот момент, когда вот самое главное, по-моему, из этого всего, которое вот это триплет, вернее даже 6 карт, которая собрала буквально этот расклад в кучу и завязала узелком. Смотрите, отказывайтесь от искушения. Как бы играть роль...
человека, которая пошла за тем, кто ее когда-то ранил. Вот. Не нужно. Заканчивайте этот процесс. Проявите силу воли, силу характера, силу абсолютно всех, вот, не знаю, ваших стихий, которые в вас бушуют, для того, чтобы ваше сердце всегда чувствовало себя защищенным, чтобы вы понимали, что если вы идете за человеком, с человеком за ручку, то нужно быть уверенным в нем на все 100%. Карта Мир говорит о том, что это как два абсолютно доверяющих друг другу человеку, два голых человека. Вы должны понимать, что вы центр его вселенной. И что он вас никогда не обманет. Это ваш выбор, дорогие мои. Это все-таки ваш выбор. Здесь показали, что за выбор будет. Дали все советы. Я максимально постаралась все это вам передать. И могу только завершить тем, что в любом случае выбор за вами. Смотрите внимательно, смотрите в оба, а лучше прислушивайтесь к вашему сердцу. Если оно уже чувствовало боль от человека, ну что ж, не идите туда, если не хотите иметь эту боль снова. Так, вот такая ситуация, вот такие наши советы вам, да, вернее, наши советы вам. Вот такие советы от высших сил вы получили. Я очень хочу, чтобы вы взяли максимум информации из этого расклада, и пускай только пойдет все вот на пользу и во благо. Я в это верю. Я в это верю. А с вами я буду прощаться. С вами была ваша Юлия. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что здесь будет очень-очень интересно. А чем дальше в лес, тем тут будут жирнее и интереснее расклады. Всего доброго. С вами была ваша Юлия. Пока-пока.